Приветствую своих дорогих подписчиков, дорогие фанаты. Дело в том, что я нашел свою старенькую камеру, которую я думал, что уже ничего с ней дельного не выйдет. Но оказалось, для того, чтобы засунуть меня в уголок экрана, там большого качества и не нужно. Я не знаю, насколько хватит записи, насколько, когда эта камера вообще может сейчас выключиться через пару минут. Придется дозаписывать на телефон, но, по крайней мере, вот такое вот приветствие интро вас ждет в таком более качестве, я так понимаю. Потому что, как бы, здесь матрица-то побольше, и как картиночка поглубже должна оказаться. То есть, у меня жесткое двойное освещение, так, на этом. Что бы я хотел с вами сегодня, подписчики, дорогие фанаты, разобрать на этом видеоролике? У меня тут трек вышел. DJJXXL, то есть я DJ Jul, да, имя старое, простите, пожалуйста, ладно. Трек называется Sweetness, и сегодня я предлагаю вам, мои дорогие фанаты, подписчики, разобрать его. Это уже не как с дискофонк. И то есть гармония начинает. Я постараюсь рассмотреть все, ну не все, но какие-нибудь технические аспекты, чтобы это было интересно, чтобы это интересно смотрелось. И давайте перейдем к моему монитору, господа. Что мы видим? Это, конечно же, проект Ableton Live. Кстати, про Fruity Studio Loops. Видео готовится. Я просто подумал, если сейчас такие разрывные видео буду выпускать каждый день, в принципе, я мог хоть на следующий день его записать, но это было бы слишком вам жирно, надо, чтобы там просмотры собрались, а их уже более 1000. Это рекорд, ребята, рекорд. Ну и буквально где-то, я надеюсь, к концу этой недели я выпущу видео про минусы FL Studio. Поэтому, ребята, все подписываемся. Они есть. Они, ну, кто новичок на моем канале, я просто подпишитесь. Ладно, давайте уже разберем потрясающий мой проект. Итак, перед вами проект трека Sweetness, DJJXXL, DJJ, если что, да, DJ Jul читается, спасибо. Кстати, подписывайтесь на телеграм-канал, ссылка в описании. Нас встречает вот такое реверб-интро. Я уже не буду говорить про настроение. Этот трек, очевидно, написанный с душой, с прям вот эмоции вложены. Я хочу, дорогие фанаты, передать эти эмоции вам. Да, драмочка вот у нас идет вся собрана в одном групповом канале. Здесь у нас вот такой стоит Spectral Reverb. Такая комнатка добавлена, такой эффектик потрясающий. Ну, давайте послушаем немножко, на самом деле. Я предлагаю, дорогие фанаты, начать, конечно же, с бочки, потому что я уже вижу, насколько это искусство было. Как вы можете заметить, она состоит из 4 мунбоевских бочек. Это какой-то жесткий лейер. Но в итоге вот получается как хрустящая бочечка. Больше мне нечего сказать. Утилити, сатуратор немножко подгружаю. Тогда я еще не знал про восхитительный плагин Drum Bass. Какая-то эквализация. Кстати, эквализация у меня еще Zero Latency идет. Сейчас я так не делаю. Возможно, это пока. Кстати, я понял, что добавить хруста. Немножечко такой ветер добавляет на бочечку. И, конечно же, да, я немножечко снял сустейна, потому что без сустейна, ну да, хвостатая бочка получается. А это, наверное, просто клипер. Ну да, это просто клипер, если раньше 0 стоит. Такой софт. Ну и получается вот такая бочечка. Дальше. Это что, это реально? Короче, у меня тут какие-то были жесткие лейер-схемы. Они восхитительные. Это тоже какое-то благословение на меня сошло, что я начал... И теперь получилось довольно неплохой, кстати, снейр. В принципе, те же обработки, что и на кике, но там просто немножко другие крутилочки. Давайте пройдем по эффектикам, которые перкуссионные. О, да, мне понравился вот этот великолепный звук разбитого стекла. Я сочел, что он здесь будет в тему. Ну, на самом деле, мне кажется, да, что, так сказать, по настроению он подходит. Это же был какой-то луп. Это был луп. Давайте послушаем луп. Какой-то глич троник луп. Даже, а вот вообще его слышно? Да, его слышно. Ну, едва заметный. Ну, на самом деле, друзья, в эффектике заключается, наверное, 50% успеха вашего трека. Если трек у вас звучит скучно, достаточно просто навалить туда каких-нибудь перкуссий и пробежечек, там, драм ту-ду-ду, и он уже начинает звучать поинтереснее. Поэтому, друзья, да, для всего у меня 35 дорог.
Вот такой у нас есть басок, но это он сейчас в ревере идет. По-моему... Да, друзья, это мой личный, эксклюзивный синтезированный бас. Когда-нибудь я тут какие-то себе пресеты сохраняю, которые там не пользуюсь или пользую. Да, это как раз из тех моментов, когда я накрутил какой-то басок, и у меня не получился проект, но зато потом этот басок я использовал в этом уже проекте. И вот трек вышел с охуительным баском, поэтому, друзья, пользуйтесь пресетами в серуме. Не только чужими, но и своими. Опять же, какая-то простейшая эквализация на Zero Latency. Ну, ладно, на самом деле не так страшно. Тут какой-то у меня жесткий срез. А, это сайдчейн, причем такой легенький, скорее всего. Да, он идет чисто от панча так. Ну и лимитер, зачем здесь лимитер, непонятно. Ну, пусть будет. Так, здесь у нас серум идет. Кстати, серум тоже какой-то накрученный. По-моему, пресет это тоже сохранял. А, это, по-моему, вообще полностью трек на моих пресетах. Да, это я что-то сидел, крутил. Мне было очень интересно покрутить серум, и я, решил его покрутить, и вот что-то накрутил. Я считаю, достойно. Следующая дорога, это я из 11 канала, из предыдущего, который был маллетами. Я сделал какой-то лидок. Когда-нибудь, если вы попросите, я обязательно скину свой сэмпл-пак. Вот буквально недавно челик мне бас-гитару выслал на мой новый трек. Это он, если очень чисто звучит, поэтому его там подгрузить, это будет классный эффект. И вот что-то я тут собираю потихонечку какие-то паки, ну, по чуть-чуть совсем. Очень собираю на самом деле. Но когда-нибудь это получится большой сэмпл-пак, который можно будет, друзья, выгрузить. Настолько уже приятные звучки. Мне в последнее время очень нравится приятный звук, что я аж последний свой релиз не мог отгрузить, наверное, недели 2. Мне там просто не нравился ветер в вокале. Я звонил диджею Ликвиду. Мы вместе решали эту проблему. Кстати, решили. Спасибо на этом диджею Ликвиду. Ну, тоже такой очень электронный. Да, конечно же, я пытался написать какой-то Crystal Castles type beat. Ну, как Crystal Castles. Ну, что-то очень электронное, с очень таким холодным звучанием. И, в принципе, наверное, написал, но, опять же, немножечко на своей волне. Я считаю, что творчество в этом и заключается, что ты не тупо пытаешься переписать чей-то трек, а ты просто чей-то трек слушаешь, и оно потом само как-то идет. То есть ты просто вдохновляешься. И потом ты компилируешь все свои вдохновения, то есть там вдохновение от 5 треков, и у тебя рождается один супер трек, который, так сказать, полностью отражает, раскрывает твое внутреннее я. Да, ты внутреннее. Вот такой у нас получается звучок. Я не думаю, что он слишком сложный, требует какого-то внимания. Звуки-то вообще не сложные. Чего и подразумевает вообще этот жанр. Все-таки он отсылается, ну, его, по крайней мере, звучание отсылается на какие-то в 90-е, наверное, на чиптюн, на вот эту 8-битную тему, а там как бы, ну, не было жестких FM-синтез, непонятных мне вообще терминов, непонятных мне волн. Фокусное расстояние большое. Я бы, конечно, сделал бы еще больше, но мне некуда камеру ставить, чтобы у меня, так сказать, баке было побольше, потому что здесь 5.5.6 у меня диафрагма минимальная, да. Кстати, если, наверное, приблизиться, то довольно хорошо размывает. Но я думаю, так сидеть не особо будет приятно, дорогие фанаты и подписчики. Такой синточек тоже очень простой, просто пила и там вот 3 голоса на ней. Наверное, давайте вначале заценим. С моим футажиком. Просто выпал снег, и у меня очень хорошее настроение, ребят. Просто потрясающее настроение. Я своему другу даже в кружочке запел. Я спел песенку Франка Синатра «Let it snow». Похуй. Он на самом деле проигнорил, он козел. Он козел. Вот такой мы трек имеем. Ну, я имею. Но вы тоже можете временно возыметь этим треком, если включите его на какой-нибудь стриминговой платформе. Чем я и советую вам заняться, дорогие друзья.